Девочки, всем привет! Сегодня мы расскажем, как слетать в Сочи за 10 тысяч рублей, отдохнуть, кайфануть и целую неделю получать заряд солнца и энергии сочинской настоящей, с морюшком, с горами, совсем, что вы знаете о Сочи. Супер! И мы уже прошли регистрацию и контроль, у нас осталось 2 часа до вылета, и как бы обстановочка, ну да, на самом деле без масок якобы не пускают. Но на самом деле все спокойно, вы можете даже не волноваться, если как бы у вас нет такой какой-то там специальной маски, вот, пожалуйста, медицинская, у Кати тканевая, но там все равно есть фильтр специальный, поэтому можете не волноваться, здесь нет ничего страшного. Посмотрим, как в сочинском аэропорте, и посмотрим, как вообще, в принципе, в Сочи на пляжах, Да. как в Сочи в отелях. Интересный и опыт. в общественных местах, ресторанах и так далее. Вы все увидите в этом видео, поэтому продолжайте смотреть, впитывать и мечтать о море, потому что скоро ваши мечты осуществляются. Какая все-таки Москва. Что, ребята, все, мы приехали в Сочи, все. Офигенная атмосфера, пахнет Пальмы, офигенным ребята, курортом. это просто... Блин, слушайте, Сочи преобразился просто невероятно. Да. Очень круто, очень аэропорт просто бомбина. А самое главное, вы знаете, блин, это как тут так приятно, тут так офигенно. Сочи парк. Сочи. Морюшко. И знаете, я сказала, да, что нам 500 раз уже предложили. Да. В общем, сейчас мы отправляемся в отель, Короче, покажем вам пару. Не, погоди. Покажем. Но самое главное, здесь мужским вниманием вы обделены не будете. Покажем вам немножко номера и пойдем спать, а завтра с утра уже покажем гораздо больше и расскажем. Ребята, мы проснулись, улыбнулись и ноги нас потянули кушать на бесплатный завтрак. Сейчас оценим, каков бесплатный завтрак. И, в принципе, зона отеля нам очень нравится. Есть, вот мы проходим спортивную площадку, горы, из нашего номера видны горы, ой, не горы, Море наше. видно море, да. Ну, как бы, да, это неплохо. На самом деле, вот мы вчера приехали ночью, мы вчера ничего не засняли, потому что мы пытались разобраться, что вообще происходит. Нам даже удалось дойти до моря, представляете? Нашли море. И, в общем, все круто, все замечательно. Сегодня в светлое время суток будем еще лучше за всем разбираться и показывать вам. Да, поэтому продолжайте смотреть видео. В общем, ребята, кушать мы сели. Очень много еды. Конечно, не как в Турции на шведском столе, но вот кашка. Знаю, каша всегда выглядит не самой аппетитной. Всякие вкусняшки. Очень много накладывают. Мы взяли лимонадик вместо кофе и чая. Маффины. Еще много там еды разной. Да, приятного аппетита. Давай, тесть. Ты на меня проверяешь, да? Давай, съедобно? Ну, да, нормально. Овсянка есть овсянка. Ну, да. В общем, начинаем свое путешествие к морюшку. Позавтракали, считайте. В таком большом лифту. Большом. Фух. Посмотрим. Вышли. Шишли-мышли. Идем спокойным шагом, посмотрим, сколько займет дорога. Вот нам нужно пройти через КПП, как нам сказали, что это в период коронавируса. Только через КПП проход. Ну, в принципе, это и так не напрягающе. Вот, собственно, улица. На самом деле, что меня очень сильно удивило, я никогда в жизни такого не видела. Это правда удивительно, потому что это вот, знаете, как спальные районы в городе.
это вот реально один огромный район. Просто... Свои магазины, свои аптеки. Да. Вот у нас получается возле нашего корпуса магазин продуктовый, еще аптека, типа спортивная площадочка. То есть все так, знаете, какой-то район такой, где живут люди. Знаете, новое жилище. Да, действительно так. Вот, смотрите, тут у них местный этот... Кстати, Если море закрыто, да? нам сказали, что мы идем сейчас самым длинным путем. Можно пройти покороче, но там дорога не очень, но сразу придем к морю. Поэтому сейчас мы пойдем долгим путем и покажем вам цивилизацию. А потом, когда уже надоест ходить долго, пойдем коротким путем, посмотрим, как там. Я не думаю, на самом деле, что этот путь очень долгий, потому что когда ты идешь через какие-то дворы, да, это то же самое, что по дворам идти. Это не кажется, что долгий. По километражу, может быть, да. Дошли очень-очень быстро. Поэтому мы не пойдем другими путями. Да, вот финальный КПП. И все, считайте. Доброе утро. Здравствуйте. Все людей. Ну что, наш шопинг? Ну вот, собственно, береговая линия, бассейн, ой, фонтан. Катерина поймала ее по пути. Смотри, ну мы сейчас хотим разведывать береговые шоппингсы. Обалдеть, это я обожаю. Давай попробуем. Что это? Ты заходишь в будку и поешь караоке. Чурчхела. И можно записать свою песню, прикинь. Слушайте, после выбора подтвердить, после нажатия клавиши стоп вы автоматически переходите в главное меню. Пустите меня на танцпол, пьяный подвигаться, с бокалами встречи, невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами встреч, невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. So I set the world on fire. We can go brighter than the sun. So but done, the bar closes and I feel like falling down. I'll carry you home tonight. Thank you very much. Thank you. Thank you guys. Thank you. It was a really pleasure. Yeah, Big, bye. big pleasure for us. Bye. See. Ну, вот так как-то выглядит пляжец в Сочи. Один из, да. Здесь много людей, у нас, например, не так много. Ну, понятно, потому что возле Олимпийского парка. Блин, скажи, как атмосфера здесь вообще? Думаю, что здесь на самом деле такая движовая атмосфера. То есть мне охота просто лежать на море, что самое главное. Потому что я вот, например, не любитель такого отдыха пассивного, я люблю актив. И тут есть все для того, чтобы проводить этот отдых активно. Поэтому мне нравится, мне кайфово, и я считаю, что это гордость. Это гордость, я согласна. Вообще, посмотрите, здесь были просто поля на Олимпиаду, а сейчас здесь кипит жизнь, люди приезжают, отдыхают. В период пандемии, когда границы закрыты, люди нашли выход. У нас есть российский аналог, который ничем не хуже, реально очень круто. Сделано очень цивилизованно. Блин, мы в шоке, например. Вот я вот в шоке. Нет, я тоже поддерживаю. Шикарно. Шикарно. Что касаемо сувениров.
В общем, ребят, можно купить очень много разных сувениров достаточно бюджетно. Например, вот такие футболки Сочи Формия, Сочи белый, нет, Сочи Блэк Ночь, классные футболки можно купить. Чучхелу. Дай. Не, блин, я никогда не пробовала чучхелу и слышала только по слухам, типа, аккуратно, не ешь чучхела. Ну-ка, А сейчас мы сними купили... человек, который это пробовал. Ребята, это бомба. Смотрите, что могу. Короче, вот такая маленькая штучка стоит 50 рублей. Ну, На первой линии. Мгм. Это очень вкусно. Я думаю, что, может, если вы идете дальше, это будет стоить... Это не будет стоить меньше. Ну, реально, как вот за это можно отдать меньше? Это 30 рублей? Ну, неси дальше. Так, в общем, рассказываем про бюджетные сувениры. Есть везде на первой линии всякие сувенирные лавки и так далее. Там довольно дорого. Если хотите бюджетные варианты, заходите на вторую, на третью линию, то есть вглубь города, и там есть дисконт-центр сувениров. Короче, очень много разных дисконт-сувенирных лавок. Там из Розы Хутор, из Сочи парка, из Скай парка. Даже олимпиадные товары есть. Они все хорошие, качественные. И их можно купить достаточно дешево. Поэтому очень сильно рекомендуем. Но так как мы, девочки, любим поесть, мы взяли чучхелу, потому что она очень вкусная. Я никогда не пробовала ее, и сейчас я просто наслаждаюсь. Какой-нибудь там в Турции или в других местах, где есть эта вот фишечка «все включено», где все бросается в глаза, где отель старается удержать людей именно в пределах этого здания, этого помещения. Здесь же все не так. Здесь, вот, вы посмотрите, насколько здесь свободно. Посмотрите. Просто особо неохота, да, находиться постоянно в номере, потому что знаешь, что ты выходишь на улицу, и тебя ждет такая офигенно красивая природа, горы, там тебя ждет море, и, ну, не знаю, по-моему, это гораздо круче, чем всякие «все включено» и все остальное. Хотя везде есть свои плюсы и минусы. Ну что, ребята, вот так выглядят вечера в Сочи, точнее в Адлере, в Новом Адлере. Это просто нереально. Люди стоят, фотографируют, потому что это настолько захватывает дух. Вот эти вот горы, как будто это картинка. Я буду скучать по этому месту. Оно крутое. Оно не вызывающее, оно не выглядит так, знаете, пафосно, как выглядят остальные там отели, например, в какой-нибудь там Турции. Кстати, знаете, какая здесь тема? Если есть ребята, которые сейчас занимаются командным видом спорта, а именно футбол, баскетбол, может быть, волейбол, то вы можете подкинуть идею своему тренеру и приехать сюда на сборы. Потому что тут тренируются команды, я как понимаю, у них сборы. Посмотрите, они вообще малыши. Тренировки у них очень часто здесь проходят. И мне кажется, что это действительно классная идея, потому что проживание достаточно бюджетное, но инфраструктура для занятий спортом, ну вы просто посмотрите, это очень клево. И тело, и душа отдыхает, но в то же время вы занимаетесь спортом. Ну что, ребят, это наш последний день в Сочи, и сегодня мы хотим рассказать вам и раскрыть все карты, как отдохнуть на 10 тысяч в Сочи и вообще, возможно ли это. Ну, ребят, конечно же, это реально. Провести незабываемую неделю в таком замечательном месте всего лишь на 10 тысяч рублей. За эти деньги вы можете посетить такое большое количество бесплатных мероприятий, которые западут вам в душу гораздо сильнее, чем различные места, за которые вы заплатите деньги. Поэтому действительно все возможно. Сейчас мы вам перечислим, какие именно места и что войдет в ваши 10 тысяч, чтобы отдохнуть на юге России. Что касаемо еды. В нашем замечательном отеле включен завтрак. А это означает, что вы можете зарядиться хоть на весь день.
Еда там просто замечательная, каши, различные мясные блюда, овощи, фрукты, в общем, все, что необходимо человеку. Лайфхак. Вы берете, наедаетесь там вдоволь на завтрак и берете с собой небольшой контейнер и большой портфель. Еще раз идете, берете еду, которую вы хотите. Может, вы хотите мясо, потому что там выдаются различные сосиски, даже если ля-кебаб. Возьмете это с собой, также там есть маффины, печеньки. Закрываете свой прекрасный контейнер, кладете в портфель и выходите. И это может быть вашим полноценным обедом. Серьезно, мы так делали несколько раз, мы ездили так на экскурсии различные. И на самом деле это круто, даже если вы не экономите ничего, вы знаете, что это вкусная и приятная еда. Вам не нужно тратить нигде деньги, потому что везде огромная стоимость, вы можете за пюре с котлетой дать 500 рублей, серьезно. Это замечательный способ. А если, например, вы хотите еще где-то поужинать, то здесь есть такие же магазины «Магнит», «Пятерочка», где абсолютно адекватные цены, и вы будете абсолютно сыты и довольны. Что же посмотреть в Сочи за 0 рублей? Мы говорим Сочи, подозревая большой Сочи, то есть и Адлер, и Сочи, и все вокруг, что включено в эту агломерацию. Что такое агломерация? Это слияние городов. Ну, во-первых, конечно же, это море, абсолютно бесплатный доступ к нему, прекрасные пляжи, все что угодно. Заходите, смотрите, купайтесь, заплывайте куда вы хотите, куда желаете. Можно гулять по набережной днями, ночами, там всегда приятная атмосфера, очень много людей, все гуляют, все радуются. И она очень хорошо отделана после Олимпиады, то есть там находится велосипедная дорожка, по которой ездят и самокаты, и велосипеды, и гироскутеры, в общем, любые виды электрического транспорта. Ну, велосипеды не электрический транспорт. Катя. Также на этой набережной проходят обалденные выступления поющих фонтанов. То есть это все светится, сияет под музыку. Ну, невероятное представление, и все это абсолютно бесплатно. Тех тусовках, которые происходят на набережной. Каждая суббота, пятница, воскресенье там происходит лютый движ, на который можно вписаться без всяких там проблем. Плюс ко всему, Адлер, Сочи — это огромные города, где можно найти очень много всего интересного. И, конечно же, не стоит забывать про местных жителей. То есть, заходя в различные улочки города, знакомьтесь там с людьми, спрашивайте у них, а что это такое, что тут растет, а как вы тут живете, а какой у вас там климат. И мы вам гарантируем, что люди радушно вам ответят, все объяснят, расскажут, и даже некоторые традиции, которые у них есть, поделятся с вами с большой радостью. Например, мы когда гуляли на 2-3 линии, встретили там одного местного жителя, который рассказал нам про то, что у него растут киви. То есть мы их увидели. У него киви, ветки киви. Как лианы просто, Да. вот так вот, как крыша. Да, и они просто, мы говорим, ого, а когда они поспеют? Он говорит, там в декабре, но они уже выглядели как реально магазинные киви. И мы такие, обалдеть, а что у вас еще растет? И мы начали у него спрашивать, и это все так интересно, знакомиться с культурой. И он даже рассказал, что они делают из него варенье, там, варенье из киви, то есть мы вообще теперь очень заинтересованы вернуться в январе-феврале, когда это варенье будет готово, и отведать его. Плюс мы там рос просто лавровый лист. Я никогда в жизни не знала, что вообще это просто так растет. Мы оторвали вот так вот. Это пахнет пельменями. Ну, то есть, блин, это реальные пельмени. Мы взяли с собой несколько штук, и это просто что-то с чем-то, что-то невероятное. Поэтому обязательно знакомьтесь, спрашивайте, будьте заинтересованными, тогда мир для вас будет более открыт, и вы получите больше эмоций и впечатлений. А самое главное, не бойтесь ходить по улочкам. Не старайтесь задерживаться долго на первой береговой линии. Там, конечно, это интересно первый, второй, максимум третий день, потом вам это действительно надоест. Нужно изучать историю, традиции, различные уникальности этого народа, поэтому заходите прямо вглубь городов, и вы там найдете и услышите такие истории, которые услышали мы. Да. И стоит помнить о том, что к Олимпиаде было построено огромное множество различных объектов мирового масштаба. Поэтому не пренебрегайте
олимпийскими объектами, потому что это невероятная красота, и сейчас именно эти объекты, они олицетворяют этот новый Сочи. То есть я была здесь, когда мне было даже, наверное, 7 лет примерно. Тут, конечно, было все по-другому. И сейчас это просто настоящая Европа. Европейские здания, обалденные дороги. Ну, то есть, на самом деле, инфраструктура в Сочи, она невероятно на высоком уровне. Если вы задумываетесь, ехать вам или не стоит, то обязательно поезжайте, потому что вы испытаете здесь просто культурный шок от того, что здесь все так прекрасно, красиво и цивилизованно. Пальма, посмотри, какие. Так, маленькие. Давайте поговорим про наш замечательный город-отель, бархатные сезоны. Ведь это то место, где вы проводите большинство своего времени, и вы должны понимать, что здесь тоже сконцентрировано огромное количество классных, крутых мероприятий. Например, даже сейчас вы можете слышать, как играют футболисты, потому что здесь есть огромное футбольное поле, классное футбольное поле. Также здесь есть баскетбольная площадка, волейбольная площадка, можно поиграть как в обычный волейбол, так и в пляжный волейбол. Также в лифтах и вообще, наверное, по всей территории отеля висит расписание, где практически каждый час и каждые полчаса проходят какие-то мероприятия. Например, с утра это может быть зарядка, днем это может быть игра в волейбол или футбол, вечером это может быть какое-то мероприятие типа дискотеки или просто какой-то интересной тусовки под музыку. В общем, никогда не уповайте на свой отель, всегда изучайте различные фишечки, потому что отель — это не просто место проживания, это место, где вы можете также провести классное время. Давайте сейчас перейдем конкретно к жилью. Мы с Катей живем в номере, в котором есть 2 раздельных кровати, огромнейшая ванная комната, где есть ванна, у нас есть телевизор, у нас есть холодильник, у нас есть кондиционер, у нас просто невероятно классная атмосфера в комнате, простор, и за все это мы отдали за, получается, 5 дней на 2 людей мы отдали 17 тысяч. То есть 8,5 где-то нужно скинуться для того, чтобы вы провели прекрасное время в очень комфортабельных условиях. Вот так выглядит наш номер, вход в него. Не самый чистый сейчас, потому что мы уже выселяемся, а обещать номер показали. Такая ванна. Довольно просторно. Все есть, туалет, сушилка, фен, светильник. В общем, все для нормальной жизни. Выходим. Алина собирает расстегнется. В общем, вот такие 2 кроватки, очень просторные. Возле каждой тумбочка, светильник, розетка, окошечко, шкафчик, телек, холодос там. Стоит отметить, что 8,5 тысяч, которые мы заплатили за отель, это отель с крутой инфраструктурой, где есть что посмотреть, где есть где походить, где просторно, где комфортно, где есть страховка твоего проживания. Это не просто... Конечно, можно жить дешевле, но когда есть, во-первых, обалденный выход на пляж, у нас вид на море из окна, у нас включены завтраки и все, что к этому прилагается. В общем, можно, конечно, идти и дешевле, если вы экономите, но если вы не хотите экономить на своей безопасности, то бархатные сезоны очень бюджетный вариант, очень цена-качество соответствует, поэтому, ребят, это, считай, 90% потраченных средств, куда мы вложились. В общем, что входит в эти 10 тысяч? Это жилье, большинство от этих денег, и билеты, остальные деньги. То есть, например, из Москвы можно прилететь за 925 рублей. Программа S7, когда у вас есть накопленные мили, как это сделала я заплатила там 7, по-моему, тысяч миль, которые скопила, плюс билет 925 рублей доплата. То есть, на самом деле, это очень дешево. То есть, можно слетать, получается, 2000 отдать за билет, 8000 заплатить за жилье. Вот ваши 10 тысяч. Да, но я, например, заплатила за билет 2400, у меня не было никаких миль, за мили только я выбрала себе сиденье, очень комфортное, кстати. В общем и целом у меня получилось 8,5 за жилье и 2,5, 2400 за билеты. Получилось немного больше 10 тысяч, то есть 11, но все замечательно.
все еще вкладываемся в бюджет. Да. И мы прилетели в понедельник, улетаем в воскресенье. Что может быть прекраснее? Да. И, кстати, вы сейчас некоторые думаете, мы вообще как бы не из Москвы, мы живем в Владивостоке, мы в Горно-Алтайске, мы в Улан-Удэ. То есть, понятно, есть отдаленные регионы, и для них бывают очень дорогие билеты. Лайфхак для тех, кому до 23 лет и пенсионерам. Для вас действует программа субсидированных билетов от S7, от Аэрофлот. Надо узнавать и уточнять именно от Аэрофлота. Мы всегда летаем S7, и я всегда летаю Москва, Горно-Алтайск, и там билеты от 2500, но это очень дешево. Если сравнить, что Барнаул, например, Москва стоит от 12 тысяч, 2500 это ничто. Также есть такие же программы до Крыма, до Калининграда, до Владивостока, до Улан-Удэ. В общем, все отдаленные регионы входят под эти субсидии, поэтому пользуйтесь, не упускайте возможность и экономьте свои деньги. Совсем стемняло. Да, но мы не можем не закончить это видео, и сейчас мы вам расскажем ту часть... Катя! Давай заново. У нас темнело, поэтому мы пользуемся подручными средствами, чтобы записать вам видео и рассказать для тех, кто желает экстремально провести время, кто желает посмотреть какие-то более уникальные объекты, которые находятся в Сочи, а именно это... Это огромное количество экскурсий, которые предлагают на территории отелей вообще на всех дорогах. Это всякие там 33 водопада, Кавказское застолье, сплавы, дайвинги. Очень огромное количество различных экскурсий, которые абсолютно безопасно на самом деле заказывать и ехать туда. Если у вас есть время, деньги и желание, обязательно езжайте. Что еще? Есть обалденный парк, наверное, вы о нем наслышаны, называется Sky Park, где вы можете испытать столько экстрима, что вам потом вообще не захочется, даже не знаю, что делать, в огороде пахать траву. Ребята, я только когда это увидела, я сказала, я вообще ни шагу никуда. Это невероятно страшно, и сейчас мы вам поподробнее все покажем и расскажем. Она прыгает, ребят. Ей лет 10. Страшно, реально. Ё-моё. Ну, как-то так. Это жесть. Да. Да, повтори.
Здравствуйте. Рука. А можешь волосы прибрать, а то я парочку придется себе оставить. На память. Что? На память. Можно, да, было? Аккуратно. А теперь смотрите. Так, из того, что мы посетили, это Роза Хутор. Конечно, это непередаваемые эмоции, потому что это горы Кавказа, там невероятная красота, там такой дух, там девственная природа. Это что-то просто, что-то с чем-то, вот серьезно. Это не передать словами. Это реально, это только покажут наши кадры, которые мы вставим вот здесь, чтобы вы просто насладились этим и поняли, насколько это вообще мир прекрасен, наша природа удивительна, и вообще, почему стоит ехать на эту Розу Хутор. Кстати, это то же самое, что Красная Поляна, но если быть правильно технически, Красная Поляна — это деревня, не доезжая до Розы Хутор. Но как бы Роза Хутор, Красная Поляна относительно одинаковые вещи, поэтому, блин, ребята, вот если у вас есть там код 1650 рублей, да, за 6 подъемников, там 3 самых важных подъемника, остальные это уже экскурсионные. Да. Блин, ребята, если вам не жалко денег, блин, обязательно, must have, вот просто езжайте, поезжайте, смотрите эти горы Кавказа, любуйтесь, делайте фотографии и заряжайтесь энергией на всю жизнь. Да, ребят, сейчас мы вам скажем одну рекомендацию. На Розу Хутор поезжайте с самого утра. Возьмите с собой плед, возьмите с собой покушать в столовой, на завтраке, возьмите с собой еды в контейнеры, плед. Поднимайтесь на самую высокую гору, это 2320 метров над уровнем моря, и устроить себе пикник на самом красивом месте. Серьезно, сейчас вы увидите то, что увидели мы своими глазами, и мы вам рекомендуем сделать именно так. В принципе, это на Красной Поляне. А река вот эта, как называется? Низинка. Вот Макдональдс здесь еще открыли. Здесь и наверху, где вот мы будем. Ски-сервис. Ну, здесь, понятно, еще горнолыжный курорт и зимой процветает. Нет, тут просто вообще шикарно. Так Зимой здесь некуда встать. Да, я представляю. А летом тоже начали приходить. Вот первое время нет, а потом начали. А вообще тут... Дальше не наезжай. Вон там сейчас, знаешь, как понастроили. Или тут Газпромовская еще есть деревья. Ну да, мечта сюда зимой приехать. О, да. Вот там только что мы проехали, это моя папулечка. Просто это самые официальные, это самые лучшие американские горки на свете. Вот с таким видом. Плюс мы можем управлять сами. Это очень быстро и это очень круто. Катим. То есть мы, получается, спустились офигенно быстро и теперь поднимают. Да, вы посмотрите на этот вид, это вообще просто шикарно. 50 рублей. Если честно, сначала я думала, что это какая-то фигня, потому что обычно вот в Орле и Орешке, когда они подписывались на что-то такое, это длилось минуту, наверное, и вообще без всякого разгона. А это реально четко, вот прям вот highly recommend. Вот да, это самые лучшие американские горки на свете, отвечаю вам. Такой вид, такая прохлада. Да, Просто, ну, unforgettable, you know, just incredible. Эррор. Ну что, ребят, заканчивается наше видео, а вместе с этим заканчивается наше путешествие в Сочи. Вы не представляете, насколько мы эмоционально переполнены всеми событиями, насколько мы счастливы, что мы оказались здесь. Спасибо вам большое, что смотрели это видео до конца. Кать, скажи что-нибудь. Да, если у вас есть дилемма ехать, не ехать, то обязательно выбирайте впечатления, туризм, путешествия, потому что эти события, они у вас на всю жизнь, эти воспоминания и эмоции, они будут с вами очень-очень долгое время. Поэтому выбирайте друзей, выбирайте путешествия, выбирайте смотреть наш канал, подписываться и ставить лайки. Все, целуем, любим и до нового видео. Пока, путешественники! Это была Катя и Алина Сибиряка! Подайте жар!
пару покричи. Ручки вверх.